Думай медленно, решай быстро. Ты думаешь, что управляешь своими решениями, что логика и разум всегда побеждают эмоции. Возможно, ты ошибаешься. Эта книга об устройстве нашего мышления, о том, как мы ежедневно попадаем в ловушки собственного разума, даже не замечая этого. Нобелевский лауреат Даниэль Канеман раскрывает два типа мышления – быстрое, интуитивное и медленное, рациональное. И именно их постоянное противостояние формирует наш взгляд на мир, наши решения, в конечном итоге нашу судьбу. Это не просто психология, это инструкция к человеческому разуму. Добро пожаловать в путешествие внутрь своего мышления. Наш мозг работает в двух режимах. Канеман называет их система 1 и система 2. Система 1 – быстрая, автоматическая, интуитивная. Это то, как мы мгновенно оцениваем ситуацию, распознаем лицо, избегаем опасности, смеемся над шуткой. Система 2 – медленная, ленивая, рациональная. Она включается, когда мы решаем уравнения, спорим, планируем или просто пытаемся сосредоточиться. Пример: 2 плюс 2. Система 1 сразу скажет 4. А вот 17 помножить на 24. Тут уже подключается система номер 2. Нужно подумать. Проблема в том, что система 1 управляет большей частью нашей жизни и часто ошибается. А система 2, хотя и умнее, но не любит напрягаться. Иллюзии интуиции. Многие думают: я человек интуитивный, чувствую правильно. Но интуиция обманчива. Канеман показывает, что мы склонны переоценивать ее точность. Вспомни ситуации, когда ты принимал решение по наитию, а потом жалел. Это и есть ловушка системы номер 1. Она не анализирует, она просто реагирует. Пример: человек с серьезным лицом вызывает больше доверия. Почему? Мы привыкли ассоциировать серьезность с компетентностью. Но это может быть ложное впечатление. Система 1 делает выводы слишком быстро. Она не любит неопределенность и заполняет пробелы чем угодно, даже выдумками. Эвристики и когнитивные искажения. Мы не всегда ленивы, иногда мы просто слишком предсказуемо ошибаемся. Канеман приводит десятки примеров когнитивных искажений, систематических ошибок в нашем мышлении. Вот некоторые из них. Эвристика доступности: если легко вспомнить, значит это часто случается. Вспоминаем авиакатастрофу и боимся летать, хотя шансы погибнуть в ДТП выше. Предвзятость подтверждения: мы замечаем только ту информацию, которая подтверждает нашу точку зрения. Якорный эффект: на нас влияет первая информация, даже если она не имеет смысла. Назовите случайное число, и оно повлияет на вашу оценку чего угодно: цены, возраста, вероятности. Ошибка выжившего: мы видим только успешные примеры, игнорируя провалы. Читаем про стартап, ставший миллиардером, и думаем, что так может каждый. Эти ошибки встроены в нас. Они не случайны, они закономерны. Иллюзия понимания. Одна из самых опасных иллюзий: мы думаем, что понимаем, как устроен мир. Канеман называет это иллюзией понимания. После события все кажется логичным. Ну, конечно, акции упали, потому что это было очевидно. Но в моменте мы не знаем. Просто наш мозг не выносит хаоса и всегда придумает объяснение постфактум. Это приводит к заднему числу. Мы переоцениваем, насколько могли предсказать события. Это мешает учиться на ошибках, потому что нам кажется, что ошибки не было. Переоценка экспертных суждений. Канеман работал с военными, учеными, инвесторами и везде видел одно: эксперты ошибаются не меньше, чем обычные люди. Просто говорят уверенно. Он приводит исследования. Опытные аналитики фондового рынка давали прогнозы по акциям, и их точность оказалась чуть выше случайного угадывания. Почему? Потому что мир слишком сложен, а мозг слишком самоуверен. Иллюзия знания – опаснейший враг. Особенно в среде, где ставки высокие.
Противоречие между «я сейчас» и «я» в воспоминаниях. Мы живем не столько в моменте, сколько в воспоминаниях о нем. Канеман разделяет два «я». Опытное «я» – то, что чувствует в моменте. Запоминающее «я» – то, что рассказывает потом. Они кардинально разные. Например, если отпуск был 90% прекрасным, но завершился катастрофой, мы запомним его как ужасный. Запоминающее «я» доминирует. Именно оно принимает решение. Мы выбираем, куда ехать, на основе того, как запомнили, а не что реально чувствовали. Это объясняет, почему мы часто выбираем не то, что приносит радость, а то, что хорошо вспоминается. Проблема счастья и выбора. Канеман обсуждает, что делает нас счастливыми. Ответ не очевиден. Счастье непостоянно. Оно фрагментарно, мгновенно. А выборы мы делаем по памяти. Значит, счастье и выборы могут расходиться. Мы выбираем престижную работу, потому что запоминающее «я» считает ее успешной. Но опытное «я» страдает от стресса, бессонницы и отсутствия времени. Чтобы быть счастливыми, нужно учитывать оба «я», задать себе вопрос: а что чувствует мое «я» прямо сейчас? Деньги, счастье и адаптация. Одна из самых обсуждаемых тем – влияют ли деньги на счастье? Ответ Канемана – да, но только до определенной суммы. После этого прирост денег не делает нас счастливее. Почему? Потому что работает эффект адаптации. Мы привыкаем ко всему, к большому дому, к новому смартфону, даже к повышению зарплаты. И снова, мы помним, как было хорошо в момент покупки. Но реальное счастье быстро возвращается к прежнему уровню. Почему важно думать медленно? В современном мире все ускоряется. Кликаем, лайкаем, реагируем. Но именно это и делает нас уязвимыми. Канеман призывает: учитесь включать систему вторую. Думайте. Анализируйте. Не торопитесь с выводами. Когда вы видите новость, цифру, вывод, задайте вопрос: а на чем это основано? А может быть иначе? А почему я так думаю? Это и есть начало критического мышления. А значит, начало свободы. Человек несовершенен, но обучаем. Мы не машины. Мы ошибаемся, ленимся, переоцениваем себя. Но у нас есть уникальная способность осознавать свои ошибки. Думай медленно, решай быстро. Не про то, как стать идеальным, а про то, как стать лучше, осознаннее, честнее с самим собой. Ты не обязан бороться с каждой иллюзией. Но если ты начнешь замечать, когда система первая берет верх, ты уже на шаг ближе к более точным, разумным решениям. Теперь ты знаешь, как думает твой мозг. Какие ловушки поджидают тебя каждый день? Почему мы уверены, но ошибаемся? И как все изменить? Книга Канемана – это как свет фонаря в тумане мышления. Он не убирает весь туман, но помогает не оступиться. Поделись этим видео, если хочешь, чтобы и другие начали думать медленно и решать быстро. Спасибо за просмотр. Это был Код денег. Подпишись.